Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Итак, я сегодня хочу поговорить о том, с чего начать обучение по массажу, неважно, тела, лица. Многие останавливаются на этапе, когда выучили движение, запомнили, какое движение идет за каким, и на этом остановились. То есть техника считается такими людьми изученной, и они повторяют эти движения. Но на самом деле это неправильно. Это как в тренировке. Вы понимаете, что вы сейчас делаете отжимания, потом вы делаете приседания, потом вы делаете выпады. Но здесь вы все запомнили, что зачем идет. Но самое главное, это, конечно, техника, как в тренировке, так и в массаже. И сейчас я расскажу, с чего лучше начинать. То есть вы изучили технику, пришли на обучение или посмотрели обучение онлайн. Запомнили движения или блоки движений, какой блок за каким идет. И здесь следующий этап должен быть переключение вашего внимания. Он должен состоять в том, чтобы вы переключали внимание с тех движений, которые вы изучили, и вы уже автоматически их выполняете. Вы должны переключать внимание на свои ощущения и на свое тело. То есть уделять большее внимание технике, как вы работаете. Сейчас я покажу. Возьму немножко масла. То есть вот этот момент именно переключения внимания. Так как и на тренировках можно переключать внимание на одну мышцу, а можно внимание на другую мышцу переключать. Будет движение одно и то же, но работать будут совершенно разные мышцы в той или иной степени. Здесь то же самое. Вы изучили некоторые движения. Ну, я не знаю, например, там, костяшками, да, движение или какое-то разминание. И теперь, когда вы выполняете это движение, вы должны знать, что когда вы его выполняете, вам не должно быть тяжело. Если вы чувствуете, что у вас устают руки или как-то устает спина, значит, вы делаете это движение неправильно. Здесь важно переключать тело, переносить свой вес с одной ноги на другую. Важно также, чтобы колено не выходило за носок вашей же ноги, когда вы переносите вес. То есть не делать таких движений. Значит, ногу нужно поставить подальше. И когда вы внимание переносите на свое тело и работаете телом, а не только руками, вы никогда не устанете. Все эти техники, положение тела, эргономика в массаже я даю в своем онлайн-обучении по массажу. Переходите на мой сайт, оставляйте заявки. То есть это движение можно делать, прижавшись к кушетке, поджав плечи и выполнять его, сконцентрировавшись на том, что вы это движение уже изучили, вы его знаете. Но у вас будут напрягаться те мышцы, которые не должны напрягаться сильно. Все напряжение должно быть распределено по всему телу. Должны быть включены ягодицы, пресс, передняя и задняя поверхность бедра. Вы должны переносить свой вес с ноги на ногу, тем самым должны чувствовать вот эту вот амплитуду движения собственного тела. Руки в этот момент и пальцы, они приобретают такую легкость, становятся очень расслабленными. И сила воздействия, ее можно достаточно сделать жесткой, она идет от вашего тела. Опять же, угол приложения силы очень важен. То есть, если вы хотите сделать более сильное движение, вы можете выдвинуть локоть вперед, но также сконцентрироваться на том, как движется ваше тело, а не на движениях самих, которые вы должны уже были изучить, запомнить, превратить это в автоматизм. И тогда вы не будете уставать на массаже, будете полны сил и энергии, потому что вы будете подключать все тело гармонично, включать все мышцы, не перегружать их. Все, друзья, это короткое видео.
Еще хочу сказать про одежду. Вот у меня сегодня такое платье, на самом деле оно может служить формой. И медицинское. На самом деле очень удобно работать в нем, особенно в такую жару, как сейчас. И не обязательно использовать медицинскую форму, потому что подчас она бывает очень неудобной, она не тянется и не дает правильно работать телом. Лучше тогда просто спортивную форму одевать, которая дает вам полноту движений, не сковывает их. Все, друзья, ставьте лайки. Пока.